Всем привет! Сегодня я расскажу вам о горнолыжном курорте с невероятно красивыми видами и природой вокруг, который расположен на территории Карачаево-Черкесской республики у подножия главного хребта Кавказских гор. И это престижный горный курорт Домбай. Домбай – это настоящая жемчужина Кавказа. От высоты, красоты и недоступности горных вершин здесь с первого взгляда захватывает дух. Посреди лесов и гор, бурных рек и глубочайших ущелий, альпийских лугов и отвесных скал проложены узкие тропы и раскатаны широкие дороги. Главное достоинство курорта Домбай – уникальная природа, которая богата не только величественными заснеженными вершинами. Быстрые горные речки, изумрудные озера, крупнейшие ледники, сосновые и пихтовые леса и множество водопадов. Всеми этими богатствами природа царственно наградила эту живописную территорию. Домбай – это не просто популярный горнолыжный курорт России, но и уникальный заповедник, который посещают туристы со всего мира. Тысячи туристов и альпинистов не только России, но и зарубежных стран посещают это уникальное место. Развитая инфраструктура туристического объекта позволяет принимать сотни тысяч гостей в год. В зимний сезон Домбай привлекателен для горнолыжников. Летом это туристическо-альпинистский центр. Люди приезжают сюда не только отдыхать, но и тренироваться и соревноваться. Домбай относится к всесезонному туристическому комплексу. С декабря по апрель создаются идеальные условия для активного катания по склонам, а с мая по ноябрь – время для пешего туризма. Но, конечно же, зимний сезон наиболее популярен у лихих райдеров и новичков горнолыжного спорта. Воздух в Домбае настолько чистый и свежий, что его, как говорят местные, можно есть ложкой. Погода на курорте во время сезона почти всегда хорошая. Сильные ветры здесь крайне редки, очень много солнечных дней. Днем средняя температура держится в районе около минус 5 градусов. Если вы не знаете, как сюда добраться и на чем лучше всего, то я рекомендую посмотреть обзор горнолыжного курорта Архыз. Там я очень подробно разобрал этот момент. А дорога сюда практически идентична, так как они находятся не так далеко друг от друга. Единственное отличие – вам нужно держаться трассы А-155, ведущей к Домбаю, а не А-156, ведущей к Архызу. Расположение гостиниц в Домбае особого значения не имеет, поскольку поселок очень маленький. Пройти его пешком из одного конца в другой можно примерно за 20 минут. Прогулка от места проживания до подъемников в среднем занимает от 5 до 10 минут, а виды из окон потрясающие отовсюду. В окрестностях Домбая несколько десятков отелей разной категории звездности. Здесь есть великолепные комплексы с бассейнами и саунами, мини-отели с небольшими парными, скромные домики с минимумом необходимого. Большинство отелей небольшие, выполненные в альпийском стиле домики-шале. Также есть бутик-отели с уникальным дизайном, несколько крупных гостиничных комплексов, базы отдыха с баней и мангалом, традиционные русские деревянные дома и бюджетные домики из сип-панелей. Самым необычным объектом размещения считается отель «Тарелка», выполненный в виде НЛО. Отель находится на высоте 2250 метров. Из номеров открываются потрясающие панорамные виды на все домбайские вершины. Внутри может разместиться до 6 человек. Может показаться, что жить в таком месте не очень удобно, но внутри все оборудовано для комфортного отдыха. Помещение, конечно, небольшое, но сама конструкция и номера каюты заставят каждого гостя почувствовать себя инопланетянином. Из-за высокого спроса забронировать отель не так-то просто, лучше делать это максимально заранее. Ну а наиболее бюджетный вариант – это квартиры в Домбае от частных лиц или комнаты в домах местных жителей. В отзывах туристы отмечают непритязательный сервис и скромную обстановку, но очень выгодную цену. Канатные дороги в Домбае представляют собой новый и старый комплексы, маятниковую и югославскую дорогу, которые делятся на несколько очередей. Также есть сеть бугельных подъемников. Самая высокая точка, на которую вы подниметесь, 3168 метров. Но стоит отметить, что системы подъемников принадлежат разным владельцам, поэтому единого скипаса в Домбае нет. Одно из главных местных достоинств – большое количество трасс и разный уровень их сложности.
Есть тут трассы для спокойного катания всей семьей и места, где новички могут безопасно и комфортно попробовать свои силы. И дикие, необъезженные участки для любителей настоящего экстрима. Всего на курорте 12 горнолыжных трасс, протяженностью больше 20 километров и с максимальным перепадом высот в 1400 метров. Это участки на юго-западном склоне горы Мусса-Читара, и подходят они для катания лыжников и сноубордистов разного уровня подготовки. На Домбае не предусмотрены снегонапыляющие пушки. Весь снег попадает в поляну только естественным путем. Все склоны обрабатываются ратраками. Также не предусмотрено вечернее катание, даже в сопровождении инструктора. Трассы не подсвечиваются. Официальное катание разрешено до 17:00. Тот, кто предпочитает внетрассовое катание, может оценить несколько маршрутов на северной стороне горы Мусса-Читара. Свежий пухляк лежит там всю зиму. Есть также и программы Хелиски и Лиски-туру, где каждый опытный фрирайдер ощутит все прелести спуска по нетронутому снежному склону. Также возможна заброска на снегоходах в нетронутые места северного участка. В целом фрирайд здесь очень популярен, и местные гиды готовы показать лучшие нетронутые места местных гор. Пункты проката на курорте есть как на Домбайской поляне, так и наверху, на разных очередях канатной дороги. Они расположены в разных частях поселка, но больше всего их рядом с подъемниками и крупными гостиницами. В аренду можно взять практически все, начиная от лыж и сноубордов и заканчивая перчатками и рациями. Стоимость аренды везде примерно одинакова. В залог обычно оставляют паспорт или водительские права. Можно оставить деньги. Сумма залога 10 000 рублей. Различных кафе, ресторанов и столовых в поселке великое множество. Голодным точно никто не останется. Они располагаются по всей территории Домбайской поляны. Местная кухня довольно разнообразна и очень вкусна, а цены на все эти вкусняшки очень приемлемы. Я очень советую попробовать именно местные кавказские блюда. Вы будете очень довольны. Порции очень большие, и в принципе наестись может одним блюдом 2 человека, если, конечно, вы не очень голодны. Также в некоторых заведениях есть шведский стол. Кроме катания на лыжах, я советую тем, кто не боится высоты, полетать на параплане и увидеть здешнюю красоту величественных гор с высоты птичьего полета. У вас останутся самые яркие и незабываемые впечатления от здешней природы. Здесь это очень распространенный досуг. Также есть детский параплан в самом поселке Домбай. Детям он очень нравится. Пользуется популярностью у туристов не менее интересный и красивый ледник Алибек. Это самый низко расположенный и доступный туристам в виде однодневного похода. Чтобы увидеть его, не понадобится ни специальное снаряжение, ни альпинистский опыт, хотя сил потребуется много. И обязательно возьмите с собой паспорт. На КПП при входе в заповедник и в приграничной зоне нужно будет предъявить его. Граждан без документов не пропускают. Алибек довольно молодой, ему всего около 100 с лишним лет. Он спускается с горы вплоть до зоны лесов. Из-за активного таяния содержит в своем панцире огромные трещины до 60 метров глубиной. По этой причине внутри наледи появляются гроты невероятной красоты. Один из таких – изумрудная пещера. Считается, что тот, кто не побывал на Алибеке, тот не увидел Домбай. Горнолыжный рай – именно так говорят о Домбае те, кто побывал тут хоть раз. И оказавшись в раю однажды, обязательно захочется возвратиться сюда снова и снова. Вот, пожалуй, и все, что я хотел коротко рассказать о этом замечательном, наикрасивейшем горнолыжном курорте. Но в следующий раз я расскажу вам о 2 курортах сразу. О самом высоком во всей Европе горнолыжном курорте Эльбрус и не менее красивом и прекрасном горнолыжном курорте Чигет. Поэтому подписываемся на канал, если еще не подписаны. Ставим лайкосики и задаем вопросики. Оставив свой отзыв под видео, это будет лучшей благодарностью мне за мои труды. Напишите, какие горнолыжные курорты вы посещали или хотите посетить. Мне очень интересно. Или задайте интересующий вас вопрос. Отвечу всем. Ну а пока, всем пока-пока!